hakkı. Это священное место народа Кабиари. Небольшой ручей Каньо, как говорят в колумбийской Амазонии, который впадает в Апапорис недалеко от священного порога Хири-Хирима. Обратите внимание, что этот камень похож на голову анаконды. Согласно легенде, первые люди пришли в этот край, поднимаясь на каноэ. Каноэ была праматерь анаконда. И в тех местах, где остановились эти лодки, в виде, на которых приплыли первые кабиари на анаконде, это место стало центром мира, где обосновался тот или иной народ. В этом месте нашел свою финальную точку народ Кабиари. Я нахожусь в реке Апапорис, рядом с порогом, который называется Хири-Хирим. Это священное место для Кабиари и других народов региона. Это порог Хири-Хирима. Сейчас январь, лето, низкий уровень воды, но наибольшего уровня вода достигает на Апапорисе примерно в июле месяце. И тогда весь этот порог скрывается под водой, затопляя ближайший лес. В Хири-Хирима хорошо видно, как вода точит камень. Эта мощь воды пробивает новые отверстия в скалах. Впервые я увидел Молоку в Покуми в 2019 году. Тогда на ней была красивая черно-белая роспись, которая за это время значительно поблекла. Я хочу рассказать о символике этой росписи, о которой мне рассказал глава Молоки. Этот орнамент имеет свою специфическую символику. В частности, вот эти кресты, похожие на цветы, они символизируют яхэ, галлюциногенный напиток, который принимается во время коллективных ритуалов. Круги, которые вы видите ниже, глава Молоки сказал, что символизируют, показывают, что это Апапорис, священная река, которая находится здесь совсем рядом. Я сейчас стою у Молоки, и у Молоки дверь часто видится ночью, которая на ночь закрывается вот таким образом, и мы не видим, что происходит снаружи. Но самое интересное, что никто чужой, животные не могут зайти в Молоку.
Это роспись Малоки в Пуэрто-Маракой. Год назад она еще строилась и была без росписи. Новая Малока в Пуэрто-Маракой просто огромная. Даже непонятно, для чего они построили такой большой коммунальный общинный дом, поскольку в этой деревне живет совсем немного человек. Так выглядит наш лагерь в деревне Пуэрто-Маракой. С нами 4 сопровождающих. Вот наши гамаки, развешенные в Малоке. ¿Qué es? Es olla de chicha. Eso que ponen a cocinar es turira, y Tan nó là đi để sập tàu một lần hai bisa beri itu sedikit sakit. bisa tak? Я сейчас нахожусь на вершине Серо-Марокко, священной горы Тепуя народа Кабиари. И к своему удовольствию я наконец-то добрался до наскальных рисунков, которые наносили шаманы этого народа. Здесь очень интересная символика, о которой можно долго говорить. Краска, видимо, это охра. И очень много сюжетов, которые можно по-разному интерпретировать. Сами Кабиари узнают многие мотивы. К примеру, говорят, что это танцующий шаман. Или это, например, элементы росписи фасада Малоки.
hágase tiego de macón. Se ve que Rồi. Em chỉ hai con tài không đi không biết giặt thì có được. Em nay càng không quản về. На одну ночь мы расположились на Каньо Металис, разбив свой лагерь на берегу реки. К сожалению, этот лагерь почти уже развалился, и мы вынуждены делать совершенно легкий привал. Вот наши сопровождающие индейцы растянули пластик, а я решил развесить свой гамак под открытым небом, потому что сейчас лето, и в принципе не должно быть дождя ночью, на что я очень надеюсь, но тем не менее опасения некоторые есть. Вот как выглядит мое спальное место на сегодня. Perdóname por contarlo, pero no puedo cantar algo si es que no lo siento. Фасад молочи в общине Альтамира выглядит весьма традиционно. В центральной части проходит узор, символизирующий анаконду, а под кровлей мы видим горшок. Горшок висит не случайно, он предназначен для напитка яхе, который в свою очередь готовится с помощью этого деревянного корыта.
helppoa. Это сейчас мы раскрашиваем ноги краской УВ для церемонии. И очень скоро этот цвет будет и синий-черный. Согласно традиции, ноги мужчинам красят либо они сами, либо только женщины. Seba qui.
La CIA anunció un hombre, Carlos Rivera, pero creen que las FARC lo compraron. Él dirigió los bombardeos a las fábricas en Bogotá y tiene una экспедиция. Мы находимся в поселке, общине Сан-Хосе-де-Кананари, где проживает Кубео. Прошли долгий маршрут вверх по Кананари и сейчас ждем самолета, который должен увезти нас уже в Миту. Руки у меня не грязные. Это мы прошли ритуал, связанный с церемонией принятия яхе, напитка очень важного, галлюциногенного, который в культуре местных народов присутствует. Ну и скоро, к сожалению, мы распрощаемся со всей этой красотой, с этими замечательными людьми. На этом наша экспедиция на реку Кананари будет завершена. Ну вот прилетел самолет, который доставит нас из Сан-Хосе-дель-Кананари в Миту. Это завершающий этап экспедиции на реку Кананари. После того, как мне покрасили ноги краской уви в церемонии яхе, прошла почти неделя. И краска приобрела и сине-черный цвет. Она очень стойкая, и, очевидно, ее я не смогу смыть еще несколько долгих недель. Хотя изначально это был обычный сок, которым женщина покрыла мои ноги.